В общем, на связи IT-академия ЛАТ на самом деле, и мы занимаемся подготовкой айтишников. У нас есть некая своя история развития, она в том числе и с Димой связана, потому что Дима, он пришел, можно сказать, на первую стажировку. Но это такая отдельная история, о которой я бы рассказал вам в субботу, и по возможности в офисе я бы рассказал. Ну, не только об этом, а вообще о том, что мы делаем, какие у нас проекты есть, как мы учим, с нуля или не с нуля. Ну, еще у нас есть IT-компания ЛАТ, которой на днях исполнился 31 год. Но IT-компания ЛАТ, она больше про разработку, да, там про разные направления, а мы больше про образование. Мы занимаемся подготовкой. Сразу скажу, что у нас нет прямой связи между нашей структурой и IT-компании, что вот есть некое такое прям прямое трудоустройство. Да, конечно, если есть вакансия, мы рекомендуем. Но, в принципе, мы структура, которая про обучение и про качественное обучение. Ну, в общем, какое оно качественное, это на самом деле вам решать. Тут есть люди, которые у нас учатся, которые что-то закончили. Вот. Ну, обо всем об этом мы поговорили в субботу. Ну и в целом подготовка айтишника каждого – это такая индивидуальная работа. То есть вот всегда есть человек, которому нужно помочь провести через несколько стадий, от курсов каких-нибудь с нуля, через стажировки и довести до трудоустройства. И на всех этих стадиях помочь через разные собеседования, там, через помощь HR. Вот. Но это такая, наверное, небольшая часть от общего успеха, потому что самая большая часть – это сам человек и его старания, насколько он замотивирован и так далее. И поэтому да, мы приглашаем людей, которые прошли какие-то стадии, трудоустроились, возможно, потом пошли трудоустраиваться в другие компании. С нами сегодня Дима Минлихматов, как раз пример такого старательного и трудолюбивого человека. Ну, в общем, выводы какие-то можете сами сделать. Дим, привет. Да, всем привет. Да, ну и на сегодняшней встрече в основном говорить будешь ты, я так где-то фоном. Первое, наверное, что хочется спросить, расскажи немного о себе, вот речь о текущем положении дел. Да, я сейчас уже разработчик 3 года. В июле, по-моему, было официально устроенный 3 года. Уровень у меня сейчас middle plus. Я работаю в питерской компании Space 307. Ну, в принципе, наверное, все. Фронтенд разработчик. Работаю фронтенд разработчиком. Пишу на JavaScript, на React, стек, если кому интересен стек. В принципе, другие особо я не трогал. Так, только ознакомился, но не работал. Да, давай я вот предлагаю вернуться немножко в прошлое и вспомнить, кем ты работал, и вообще какие были мысли, что сподвигало бросить работу ту и пойти в IT. Изначально я работал инженером-конструктором, то есть это моя первая и официально, вот опять же, единственная работа. Инженер-конструктор, проектировал сварочные линии для автомобилей разных. Вот, то есть, когда я начал, я учился вообще в политехе, на автомобильном факультете, и когда я туда пришел, было интересно 2 месяца, потом через 2 месяца я научился все там, что нужно было, подошел к начальнику, условно спросил, что дальше, он сказал, ну, дальше все, ты типа все знаешь, больше нечему тебя учить. Вот. И это уже как-то какой-то небольшой негативный момент был в той работе. А потом мне еще и зарплату подрезали, когда пандемия началась. Вот. И там я уже просто, в принципе, сделал вывод, что пора что-то менять, что-то куда-то свернуть туда. Вот. И у меня были просто перед глазами пример друга, который переучился. И вот как раз он на этой же работе работал. Вот. А мы с ним, в принципе, в универе учились. И я знаю, что по уровню знаний, по уровню каких-то способностей мы, в принципе, на одном уровне с ним были. Поэтому я решил, что, в принципе, у меня получится. И еще одного там с человеком с этим познакомился, который тоже самоучка. То есть вот эти примеры 2 самоучек, которые с нуля все там смогли, в принципе, дали какой-то буст, и я решил, что надо что-то сделать, и начал изучать, в принципе.
Сначала сам, потом дальше, вот, в принципе, наверное. Спросишь нужные вопросы. Ага, да-да-да. Не, давай, знаешь что, я просто хочу спросить аудиторию, кем они сейчас работают. Тоже интересно. Ну, кто-то написал, вот наш товарищ Иван, что он работает сисадмином, а остальные где работают, тоже напишите, пожалуйста. Ну, а мы продолжим. В общем, тоже интересно, конечно, аудитория, чем занимается, чем живет вообще. Да, не просто так вот мы с тобой встретились поговорить. Вообще так интересно, когда так все в этом участвуют. Ну и, конечно, кто-то солирует. Про обучение я тебя хотел спросить. Какое оно было? Вот с каких ты курсов начал, как продолжил, да, и как оно все пошло? Я начал сначала, ну, я примерно посмотрел там на Ютубе там видосики всякие, кто что рекомендует, всякие статьи почитал. Там. И у всех примерно, опять же, я выбрал фронтенд, потому что у меня были перед глазами вот эти примеры, которые смогли стать фронтендерами. И, в принципе, вот фронтенд самый простой в плане не сам по себе, как для работы, там, я не знаю, кто как считает, всякие языки, кому легче даются одни, кому другие, но вот именно во фронтенде, что меня подкупило, в том, что ты что-то делаешь и сразу видишь результат. Ну, не сразу, но все равно ты видишь эту магию программирования даже на базовом уровне, когда твои действия влияют и меняют картину полностью. Вот. И поэтому я вот отбросил сразу всякие бэкэнды, потому что там вот какие-то циферки в консольке видишь, и не так, чтобы это какой-то тебе гормон счастья вырабатывается от этого. Вот. И все. И поэтому я там начал верстку изучать самостоятельно сначала, как смог. То есть там научился вертать на базовом уровне, то есть какие-то сложные штуки все равно уже в процессе работы скорее узнаешь, не то, что в процессе обучения. Вот, потому что в процессе обучения все равно все это абстрактно, в вакууме, и когда вот особенно самостоятельно, когда это все не структурировано, и ты ищешь то там, то тут какие-то макетики, какую-то информацию. Вот. Потом я бесплатные курсы нашел, попытался через бесплатные. Там я немного поучился, прошел базовую часть, и на следующий уровень уже нужно было собеседование проходить, которое я, в принципе, не прошел. Вот. Потому что там, не знаю, либо не доучил, либо, в принципе, не подготовлен, пошел на это собеседование. Там уже анализировать поздно. Но вот после этого я нашел ваши курсы и пошел уже React изучать. И, в принципе, ну, там React изучал, и дальше стажировка была. В принципе, вот с этим повезло, то, что стажировка сразу была, потому что без стажировки я не знаю, на самом деле, как обучаться. Потому что там вот именно... Я, наверное, думаю, 80% своих навыков я там получил, когда начинаешь уже какую-то задачу сформулированную решать и пытаешься найти решение ее. А то вот не всегда в процессе обучения, особенно когда без какого-то конкретного там приложения, это можно там понять, прочувствовать. Потому что часто, особенно вот на всяких ютубовских роликах, если смотреть примеры, там это все разбирается, и опять же там вот это все в вакууме, и ты не сталкиваешься с какими-то проблемами, с которыми надо, наверное, столкнуться, чтобы нормально учиться. Ну да, да. Не знаю, это как любой какой-то навык, вот там садишься за пианино, например, играть. Вот одно дело ролики смотреть, да, вот как это, да, другое дело сыграть самому руками какую-то реальную сложную композицию. Это не так просто. Может быть, вспомнишь, вот что самого такого сложного было в твоем обучении? Может быть, даже бросить хотелось на каком-то этапе, в каком-то моменте. Да там, не знаю, там ребята, опять же, вот даже тут присутствующие, Андрей и Алексей, ребята, которые сейчас курс у нас закончили, к нам на стажировку пойдут, тоже сложная такая история, начинали, потом
был затык по JavaScript, вообще непонятный язык какой-то, тем более основы JavaScript, они, ну, основы языка программирования всегда тяжело даются, если ты это в ВУЗе, например, не учил. Вот у тебя как? Вот у меня как раз нюанс в том, что основы я прям научился как раз, ну вот, все базовые конструкции, циклы, вот это вот все. Я как раз в универе научился, потому что у меня там руководитель любил всякие новые штуки внедрить в обучение, там новые программы пощупать. И там у нас была программа для моделирования, и там на Java писались некоторые скрипты, когда было недостаточно какого-то базового функционала. И вот Java как таковую я там не пощупал, но зато вот базовые всякие конструкции я научился. То есть условный месяц, когда я уже начал полностью обучаться, я сэкономил на том, чтобы не тратить его на вот эти базовые конструкции, на понимание освоения. Но даже с этим самое трудное все равно было это вот базовый JavaScript. Когда уже начинаешь задачи решать какие-то, вот, и они не всегда самые легкие, и ты там условно неделю тратишь на задачу, которую ты вот, когда уже, там, не знаю, сдаешься и гуглишь решение, ты там видишь, что решение было в условных 10 строчках, и ты не мог эту неделю решить. Это вот немного огорчает, но, тем не менее, все равно следующие задачи уже попроще решаются. То есть первое время именно тебе тяжело принять то, что кто-то вот там, опять же, видосики на ютубе всякие, они там решают задачу за 3 минуты, а ты там 3 дня тратишь. Вот это, наверное, самое тяжелое. Мгм. По поводу первой работы. Да, сейчас Алексей тянет руку. Алексей, да, ты, Да, у ты меня вопрос просто как раз Дима затронул такую тему, если можно. а я Можно бы, вопрос? Или ну, я бы подождать хотел, пока? я бы хотел, чтобы ты в чатик написал. Хорошо, Иначе у хорошо, нас это сильно растянется, я хорошо. помодерирую. Мгм. Да, просто скажу, что все-таки, ну, давайте лучше в чат, потому что это может очень надолго растянуться, а так, может быть, будут какие-то однотипные вопросы. Я, наверное, продолжу. Следующий вопрос по поводу первой работы. Как оно у тебя все сложилось с первой работой? И особенно интересно, какие были ощущения, потому что у меня были свои ощущения, когда вы пришли, тоже, наверное, поделюсь. Ну, первая работа это была вот после стажировки как раз в ЛАД. Вот так повезло, я думаю, потому что, наверное, искать тяжелее, когда уже заканчиваешь курсы и ничего на руках у тебя еще нет. Но, тем не менее, я знаю кейсы, когда люди находят, и все хорошо. Вот, но это вот после стажировки я боялся, что, может, не возьмут после стажировки. Хотя я вот... Ну вот в итоге на стажировке у меня как раз выпало, что отпуск был, и я 3 недели прям не вставая, там, ну, часов по 12 точно сидел, выполнял все задания, чтобы показать, что я могу. Все, что бы там ни давали, насколько бы там какая-то сложная, несложная задача была. То есть я сидел, гуглил, страдал, но тем не менее решал. Вот. И когда уже оффер дали, ну, я прям рад был, потому что, во-первых, в принципе, это не сильно верилось в то, что меня возьмут, но тем не менее взяли. Я прям в этот же день поехал и написал заявление на увольнение на той работе. Вот. Ну, в общем, ощущения были максимально позитивные. Мгм. Да, я просто вспомню это время, это была, наверное, пандемия как раз-таки, да? Да, 21 год. Да, у нас компания ЛАД, вся разработка, там сколько-то человек, практически все ушли на карту жителей Нижегородской области, а у нас был проект такой, который назывался HighBrain. Проект такой, ну, долго про него рассказывать, это проект, в котором хотели объединить все IT-компании, вузы, колледжи, людей, и все это сделать на базе некой платформы. А этот проект нужно было делать, потому что проект был грантовый, в общем-то, а в связи с этой, опять же, пандемией, когда все ушли и работали там и день, и ночь над картой жителя, вот над QR-кодами, вот над этими,
мы фактически остались без разработчика в этом проекте. И у нас один человек остался, Артем Громов, который был на то время, наверное, еще джуном плюс где-то, да, там каким-то медлом минус. И мы стали думать, что делать. В итоге придумали историю прям со стажировкой на реальном проекте. Как раз оно все сошлось. Даже нам, наверное, повезло, потому что очень хотелось делать не проект. Вот я тоже много до этого в образовании работал, на курсах на всяких. И в основном мы придумали такие проекты учебные или не очень такие, не очень про реальность. А тут все совпало. И думали, что делать. Выход был только один – брать откуда-то ребят извне, потому что на рынке не было ни медлов, никого, но, опять же, это долго. И вот придумали историю с стажировкой, взяли выпускников курсов, их на входе было 50 человек, что-то делать из них захотели 25, хоть что-то, да, более-менее что-то сделали. Речь о заданиях 12. Из этих 12 оказались самые лучшие, замотивированные и такие самые-самые. Вот как раз человек, наверное, 6, да? Ну, там потом еще люди появлялись. В общем, в итоге взяли, и в итоге мы проект вытянули, то есть защитили этот грант, сдали, там ездили в Москву, были свои сложности. И ребята себя показали, и мне это таким толчком послужило, что действительно, что молодые ребята, толковые, талантливые и упертые, самое главное, замотивированные, они могут очень многое. То есть вплоть до того, что они могут сделать прям реальный боевой проект. А проект был такой, ну, прям очень, очень важный все-таки. Вот, это такое отступление. И тоже интересно, ну, вот про проект я рассказал, что был проект HighBrain, а с какими такими самыми трудностями большими ты столкнулся, когда начал работать джуном? На самом деле, самая большая трудность, не знаю, самое трудное было, наверное, в принципе, останавливаться, вот когда задачу делаешь, именно ты пытаешься сделать все идеально, но при этом у тебя знаний не хватает, ты все это делаешь, и часто много тратишь времени, и вот чувство баланса – это вот, наверное, самое трудное, когда ты вот именно ты и пытаешься сделать хорошо, но при этом и не факт, что ты хорошо делаешь, лучше там условно спросить советов побольше. Вот. И то есть спрашивать важно, будучи женом. И вот, наверное, нужно преодолевать себя и не бояться показаться глупым скорее. Вот. Это, наверное, Да. самое страшное такое, самое трудное преодолевать это всё. Ага, это самое трудное, самое важное, потому что люди, даже которые на курсах с нуля начинают учиться, у них прям вот это прям у многих есть. Боятся показаться какими-то глупыми. А вот я задам вопрос, наверное, я тут покажусь самым глупым. На самом деле 90% даже на самый элементарный вопрос не знает ответа. Вот. А уже когда люди работают, ну, то, что я там со стороны, например, вижу, и так немножко еще про разработку, да, что там мы работаем в разработке спринтами. Мы работали двухнедельными спринтами, там бывает недельными спринтами. Вот. И самое главное в этот двухнедельный спринт, где тебе накидали задачу просто выполнить. Чтобы главное, чтобы работало, да, неважно, как ты прям идеально сделал, да, пускай не очень идеально, но главное, чтобы работало. И вот когда человек утыкается в некую идеальность, он может просто зафакапить все задачи и не сделать. Вот в этом проблема. Особенно это на курсах видно, когда мы делаем на курсах реальные проекты, тоже сейчас вот построили такую модель, есть реальный заказчик, делаем работу. И уж они каждое направление хотят идеально сделать все, в итоге сроки все просрочиваются. В этом большая проблема. И дальше у меня, Дим, ну, мы дальше идем, да, следующие вопросы. Можно я тебе прям в кучу их тут свалю сразу? По одному озвучивать? В целом, наверное, про какое-то свое развитие, то есть как дальше развиваешься, ну, в целом, такой какой-то общий вопрос, да? Как ты дальше развиваешься? Ну, во-первых, на работе все равно так или иначе появляются периодические задачи, с которыми ты не работал,
Это заставляет тебя больше там гуглить, читать, узнавать какие-то новые штуки. Устаревают твои, которые вы там реализовывали ранее, вещи какие-то. И тоже вы там как-то это улучшаете потихоньку. То есть всегда естественное такое развитие есть в процессе работы, потому что там, как бы кто ни говорил, что рутинная часто работает программистом, но все равно вот такие эволюционные шаги в процессе там разработки, улучшения всякого. То есть это позволяет развиваться. Читаю всякие статейки, когда есть желание и время. Смотрю всякие видео с конференций тоже. И, в принципе, часто вот именно читать всякие статьи и найти людей, то есть есть там медийные личности, условно, там, в узких кругах известные вот в плане разработки. То есть за ними следишь, смотришь, что они говорят, там, они всегда там что-нибудь интересное подскажут, потому что у них, в принципе, фокус на то, чтобы рассказывать про что-то. Вот. За ними следить можно и тоже, опять же, они так или иначе какие-то интересные вещи говорят, ты узнаешь, читаешь про это, узнаешь новое. Вот. Мгм. Давай немножко разбавим вопросом, потому что вопросы пишут, и такие интересные вопросы. Я тебя спрошу. Не буду сам отвечать, может, после тебя только. Как выбрать направление? Такой типичный вопрос, да? Как выбрать направление, фронт-бэк тестирование, и там дизайн, прочее. Тут добавляю. Вот смотреть на рынок, пробовать все подряд, или есть какие-то советы? Ну вот мой кейс я вот рассказал, то, что у меня просто были передо мной живые примеры. Я, то есть, на них ориентируясь, попробовал по такому же пути пойти, и, в принципе, помогло. А так, во-первых, что больше нравится, фронт звучит, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, он легкий, как будто бы, но при этом те, кто бэкэнды пишут, они ненавидят, в принципе, этот язык. Ну, не то, что ненавидят, но не то, чтобы его любят, и всегда говорят, что там что-то непонятное происходит, и тяжело все у вас. Вот, то есть зависит от того, что хочется делать. То есть, может, какая-то база до этого была, может, вы как-то там всякие работали с базами иногда. Ну, то есть в процессе обучения, может, вы что-то где-то там видели. То есть на бэкграунд тоже опираться. Тестирование, говорят, самый легкий путь, но я вот за это не могу сказать, потому что не работаю тестировщиком, поэтому не буду смело заявлять на это. И вот насчет рынка смотреть точно надо, потому что, условно, на какую-то профессию там 600 вакансий, на какую-то 100. Но тоже не всегда это вот прям прямая корреляция в плане легкости поиска работы, потому что иногда бывает некоторых вакансий мало, но при этом на них и конкурс меньше. Там, допустим, вот во фронте на React это будет 100 условных желающих на вакансию, на Angular там 3. То есть тут найти будет. Может быть, попасть будет проще. То есть тут, мне кажется, какого-то универсального совета не может быть. Тут нужно все зависеть. Может зависеть все от разных вещей. А я вот, наверное, скажу, Дим. То есть тут для начала надо в этих направлениях разобраться и в себе разобраться. Я, кстати, из-за тестирования тоже, наверное, скажу. Поскольку так или иначе вот вынужден все это изучать, да, понятно, что где-то поглубже, где-то не глубже, с чем ты работаешь, что ты изучаешь. В общем, оно прям четко видно на этих профессиях. Вот профессия и есть как бы человек, тип личности. Вот дизайнеры, они обычно какие-то творческие, креативные. Наверное, понять себя, что ты творческий, креативный, наверное, ты можешь. Скорее всего, там, как-то в жизни это проявлялось. Что тебе хочется придумывать, там, да, такое моделировать. Кто-то рисовать любит. Вот где-то вот дизайн, креатив – это больше про веб-дизайн. Тут с этим просто. Тестировщики, они такие люди, тоже вот типичный пример привожу. Людей из жизни, когда мне описывали некоторые, да, что вот кто-то любит дома там идеальный порядок вот в шкафах, да, там носочки, чтобы обязательно по цветам были разложены, по размеру разложены, все по полочкам,
То есть они там дотошные и ведливые. Вот это тип личности, ну и мы понимаем, что есть профессия тестировщик, на самом деле инженер по тестированию. Человек, который докапывается до каждого направления, то есть в разработке разработку он тестирует, он и дизайн тестирует, то есть задача вот до каждой мелочи докопаться и ее описать. То есть это определенный тип человека, то есть тоже можно сопоставить себя с этим направлением. Потом project менеджеру, то есть, наверное, это мне так довольно близкая профессия. Человек, который про коммуникации, особенно в IT, то есть вот всех объединить, со всеми пообщаться. Вот такие общительные люди, они обычно тестировщики. В IT они такие более мягкие, что ли. Вот им нужно выстроить там отношения, чтобы, не дай бог, кого-то не потерять, потому что потерять разработчика – это чревато. Да? По нашим оценкам, найти разработчика с рынка – это порядка 200 тысяч рублей для компании, то есть не кисло. Вот поэтому тут Project. Да, Project, он всех собирает, да, там на разные какие-то созвоны, он контролирует ход работ. Тоже, наверное, можно себя как-то представить в этой роли, если вы такой больше руководитель. Вот, и так далее. То есть, в принципе, можно долго на эту тему рассказывать. Опять же, вот всех, наверное, я буду ждать в субботу с этими вопросами для каких-то более детальных обсуждений. Ну и еще, наверное, пару моментов я зачитаю по поводу GPT-чата, что не обесценит ли профессию разработчика. Давайте я расскажу, как устроено IT, да, по поводу этих GPT-чатов. Ну, то есть тут тоже нужно понимать, как это работает все. Но в целом, даже вот на очень простых каких-то примерах, появляется заказчик. Да, заказчик, он приносит деньги, он начинает разработку. Очень часто разработка ведется по agile, по разным методологиям, по скраму или по канбану. Ну, в основном у нас так. Разработчик начинает что-то разрабатывать, потом пользователи используют его продукт, начинают как бы заходить, смотреть, тестировать. Ему начинает уже вот это не нравится, а что-то нужно еще делать. Ну, такая гибкая история возникает. И, конечно, никакой GPT-чат с этим не справится. То есть тут всегда есть заказчик, есть менеджер, есть бизнес-аналитик, который эти требования описывает. То есть она такая всегда вот такая работа. Но какие-то рутинные задачи, конечно, можно делать. В принципе, мне очень хочется, я прям планирую, наверное, через месяц, пока не буду точную дату определять, организовать конференцию по нейросетям именно, точнее, по практическому применению в разных областях. Есть у нас некоторые задумки, у нас сейчас вот как раз Макс Теречев, наш руководитель разработки, которого Дима хорошо знает, он какую-то бомбическую тему придумал, я не буду раскрывать карты. Вот он, Макс в четверг выступит, тоже рекомендую послушать, кому будет интересно. Вот. И поговорить про нейросети и в разрезе разных направлений. Последнее зачитаю, и все, дальше Диме слово передам. Самая главная проблема заинтересованности компании в интернах и джунах. То есть никому джуны не нужны. Если в начале 2022 года можно было устроиться интерном в команду, да, ну, я бы, наверное, сказал как раз вот в твое время, 20-21 больше, то сейчас это нереально. Я сам устроился интерном в EPAM, они ушли. Как с этим обстоят дела, Влад? Дим, давай я тебя спрошу по поводу джунов. Вообще, твое мнение, нужны ли джуны рынку и вообще может ли джун найти работу? Ну, наверное, да? Твое мнение. Так или иначе они нужны. Все равно без них не будет медлов. Вот. Искать, наверное, тяжелее стало, потому что, в принципе, рынок чуть сузился. Но, с другой стороны, там и многие ниши под себя подмяли просто существующие компании, поэтому все равно не так сильно сузился, как, наверное, кажется. Но у меня вот прям есть живые примеры, в принципе, которых я вот лично один на один с ними занимался. Там они меня попросили помогать им, я их менторил, и они вот в прошлом году, по-моему, в прошлом году, в начале прошлого года нашли работу, но у них достаточно было такое тактика веерная тактика раскидывания резюме, то есть они там по сотням компаний раскинули, и там кучу собеседований проходили, кучу не проходили, и все равно нашли работу. То есть просто, наверное, может, чуть дольше будете искать.
Мне кажется, тут и от человека зависит, как он выучился, как себя покажет, и от ведения тоже. То есть тут так или иначе все равно нужны будут разработчики. Ну, я бы, да, еще, знаете, порекомендовал немножко в цифрах разбираться, да, потому что иногда вообще это всей жизни касается, иногда люди говорят о чем-то, они там, вот сейчас стало жить хуже или лучше, а аналитики не знают, в общем-то. И тут бы неплохо бы в аналитике разбираться, ну, хотя бы так примерно, что там. На HeadHunter, например, прошлой осенью количество резюме к одной вакансии было 8,3. Я могу каких-то там десятых ошибиться, но вроде так. Сейчас в целом по России 6,2. Это вот, наверное, вот на последний прям месяц. В Нижнем это 5,3 резюме на одну вакансию. То есть количество обращений стало меньше, и для джунов какие-то появляются возможности большие, на мой взгляд. Тут дальше много очень можно говорить по поводу джунов и лада. Вот смотрите, у нас как это работало, что когда компания была, центр разработки компании был в стадии роста, джуны, конечно, были нужны очень сильно, да, потому что и медлов фиг найдешь, вот, и, в общем-то, если толковый джун, то, конечно, почему бы нет. И таким образом у нас появилось много ребят, вот Дима и как бы его команда, да, и команда, и Дима, вот они там вместе сдружились, все было классно и клево. То есть появилось очень много женов за пару лет. Вот потом все вышло на какую-то такую стабильность, и, в общем, появлялся проект новый, какой-то у нас пропадал, вот, и так как-то вот и особо-то не набирали. Вот. Но при этом я все равно постоянно рука на пульсе, если есть какая-то вакансия, то, конечно, я рекомендую своих. Вот так буквально вот на днях взяли Тему Лапина, нашего такого, ученика, я не знаю, стажера, который еще потом помогал с менторством, такой человек с активной позицией. То есть, вот, наверное, это важно. То есть взяли человека, есть кто-то еще претендует, и тут как, если есть возможность, я рекомендую. Если нет такой возможности, да, то все-таки я советую не только на лад смотреть, а вообще на рынок. То есть и наша структура, вот сама академия, она занимается по возможности качественным обучением на реальных проектах. А там уж куда вы пойдете, если вы трудоустраиваетесь в любую компанию, я просто счастлив, да, вот мне сегодня написали еще одно письмо, что вот девушка трудоустроилась в инженера по тестированию. То есть, не так важно, что это лад. Конечно, если появляются вакансии, мы самых лучших рекомендуем. Поэтому, куда бы вы ни шли работать, просто будьте самыми лучшими. А как быть, опять же, поговорим в субботу, но в целом, как быть лучшими? Приходить на трудоустройство, приходить в компанию, трудоустраиваться уже с чем-то на руках. То есть первая моя рекомендация большая – это иметь реальный какой-то проект. Собственно, мы этим занимаемся, я просто лично этим заморочен, потому что меня эта тема волнует уже много лет, чтобы народ учился хорошо. И второе – это командная работа, потому что в IT делают проекты, и нужны проекты, в IT работают в командах, поэтому опыт командной работы, если он у вас есть, это будет большим преимуществом. То есть совет – быть просто лучшими. Вот и все. Идем дальше. Тут есть вопрос, Дим, тебе, и он где-то так коррелирует с вопросами моими. Я тут какие-то, наверное, буду пропускать вопросы. Угу. По поводу IT-рынка в России мы поговорили. Может быть, какое-то твое мнение в целом, куда все идет в плане направлений? То есть какие-то тренды, может быть, ты озвучишь? О чем не говорили мы, ты что-то такое скажешь, вот другое немножко, новое интересное. Про тренды, опять же, всего, но так или иначе, вот сейчас, как от этого не бегай, искусственный интеллект начал развиваться. То есть так или иначе он будет либо, заменять вряд ли, но именно как инструмент, который нужно осваивать дополнительно, это точно интересная и важная штука, потому что очень упрощает, ускоряет некоторые рутинные задачи. То есть сейчас вот именно осваивать или просто, в принципе, искать варианты использования таких вещей. Наверное, сейчас уже нужно понимать. Но, опять же, не использовать
и не полагаться на него полностью именно в процессе поиска работы, потому что я слышал про кейсы, как собеседование проходит с ним, с этим искусственным интеллектом, и потом на работе уже узнается, что не так-то и хорош, и все равно вылетают с работы так же быстро, как и попадали. Вот. Ну и, соответственно, разработка сейчас начала крутиться вокруг искусственного интеллекта, всякие боты, помощники, ассистенты, то есть тоже на это все завязывается. Вот. Но это, наверное, из такого, что прям реально ярко кричащее и что видно, куда сейчас все. Что взрывает рынок условно. Мгм. Ну, мое такое скромное мнение, что все-таки это пока штука про автоматизацию рутинных задач больше, нежели там про какие-то креативы. Вот. Но я и говорю, Рутинные... это больше помощник сейчас все равно. Да, да, да. То есть, вот там, я не знаю, когда я начинал работать в IT, я помню, что там преподавал в том числе, ну, я как-то так это в параллель делал, больше работал, ну, и преподавал тоже было интересно. Это вот DOS, там командная строка, Norton Commander, вот эти все штуки. Да, потом, ну, там до нас, наверное, это чтобы какие-то операции можно было выполнять, ну, какие-то программули использовались неудобные, потом появились там разные Excel, и все это просто взамен каким-нибудь, например, счетом автоматизировало деятельность людей. Вот. То есть ровно так и эволюция происходит. Сейчас появился новый инструмент, он автоматизирует деятельность людей. Дим, тут тебе прям вопрос присылают, и мы, наверное, к следующим пунктам перейдем, которые с этими вопросами-то и связаны, в общем-то. Вот про советы, наверное. То есть вот мы переходим уже к последнему блоку вопросам и уже в сторону ребят, например. Какие-то советы дашь тем, кто начинает учиться, да, с чего начать, как вообще построить подготовку, на что обратить внимание. И вот, Андрей спрашивает как раз, на что в начале пути ты не стал бы тратить время? Ну, вот такой вот клубок вопросов. Ну, вот это на самом деле тяжелый вопрос, потому что я не помню. Я просто... ну, наверное, кстати, если уже брать период, когда ты начал работать, да даже, может, ты когда не начал, не распыляться на какие-то вещи, которые вот прям тебе конкретно сейчас не нужны. Ну, это, в принципе, наверное, на протяжении всего пути такой совет валиден, потому что иногда у меня, по крайней мере, такая ситуация, то, что я чувствую, что вот я условно там, месяц-два ничего там не читал нового, какого-то, никакую новую технологию не освоил, и начинает какая-то там грызть изнутри меня, какая-то часть меня. И иногда думаешь что-то начать изучать, но по факту тебе это на работе не надо, и неизвестно, понадобится ли. Вот. И то есть время тратить на такое, не думаю, что всегда правильно. Вот. И больше сосредотачиваться на том, что вот конкретно сейчас необходимо. И, ну, в принципе, там, читать, что сейчас там используется и необходимо сейчас. Вот, то есть, наверное, самое такое важный момент – это не распыляться на лишние какие-то знания. Ага, ну, как бы да, тут начали с конца, вот еще раз, наверное. В целом, совет вот человек прям с нуля начинает, какой бы ты дал совет, с чего начать и как выстроить траекторию, на что внимание обратить? Ну, во-первых, надо найти что-то структурированное в плане, там, если курсы, то лучше курсы, если на это хватает средств, если нет, то все равно там искать какие-то источники, где поэтапно и постепенно все это выстроено, знание, не знание, а информация вот именно идет от сложного от легкого к сложному, и там от необходимого самого и дальше там до дополнительного, а не как вот на некоторых, опять же, если брать YouTube, у некоторых ролики, ну, просто в разнобой, там, сегодня на эту тему, завтра на ту, то есть не всегда это все структурировано. Бывают там всякие курсы на YouTube, там чуть получше, но, опять же, там не всегда. И, кстати, опять же, насчет вот этих курсов, которые на YouTube, нужно всегда проверять, актуальны ли они еще. Вот, потому что там бывает 2020 года некоторые вещи не актуальны, а иногда там на протяжении нескольких лет оно все равно там некоторые концепции базовые не меняются, и, в принципе, можно и старые посмотреть там, если они там хорошие.
Вот. И, ну, опять же, по современнее все равно лучше искать, потому что вот я, который по верстке смотрел курсы, я учился, там все макеты в фотошопе были, хотя уже на тот момент фотошоп был не самым актуальным, уже фигма появилась условно. Вот. То есть актуальность точно проверять надо. А, Мгм. Ну, наверное, вот самое такое основное из того, что я могу сказать. Ну и, не знаю, пытаться как-то мотивировать, не терять мотивацию, не знаю, как-то мелкими шагами, не браться за большое, вот, наверное, не браться за большие какие-то вещи, задачи, потому что когда пытаешься какой-то большой инструмент освоить, на который у тебя там еще знаний даже не хватает, может быть, на такое кидаться тяжело, потому что демотивирует, когда ты там условно 2 недели копаешься, и у тебя ничего не выходит, потому что ты половину не понимаешь. Вот. А если не понимаешь, то все равно лучше найти готовое решение, почитать там, попытаться понять его, а не просто скопировать и чтобы оно работало. Вот. То есть вот мелкими шагами важно учиться, потому что как гормон радости, забыл, как он называется, не вырабатывается, и Дофамин. дофамин, да, точно, не вырабатывается, и все, и мотивация теряется быстро. Я забыл один вопрос, даже его как-то в голове у меня сидел. Вопрос, значит, вот помню, когда пандемия началась, все разъехались из офиса, взяли под мышки компьютеры, потом это начало там через какое-то время потихонечку угасать, но люди так и не вернулись. Поехали там по всяким городам и весям, по странам, ну, кто-то не поехал, например. Вот у тебя как сложилось это все, твои поездки, куда ты уезжал? И еще интересный вопрос, тебе понравилась вот такая жизнь, да, если ты куда-то уезжал? Ну, я прям не уезжал как-то целенаправленно куда-то, вот, поэтому, в принципе, ничего не могу насчет сказать особо. Не, ну я имею в виду, вот когда из Лада в другую компанию ходил, в Питер поехал, да, потом еще... В этом плане-то. Да, да, конечно, да. М, Ну, повтори, пожалуйста, вопрос, я что-то забыл. Нет, по поводу... Нет, в целом вопрос по поводу того, что ты как IT-специалист в определенное Мгм. время, да, там, когда пандемия началась, потом схлынула, и ты понял, что ты к месту не привязан, как все остальные, что ты, в А, принципе, можешь ехать куда угодно и работать из любой как бы страны или города, мгм. но при этом тоже интересно, как ты себя ощущал. То есть тебе это нравилось, комфортно тебе было уехать там туда-сюда, или как, вот какие были ощущения? Ну, вообще, удаленно работать и комфортно, и нет. Я вот сразу скажу тоже. Потому что некоторые прям думают о том, что типа удаленно, кайфово. А, В офисе, когда ты работаешь, особенно когда у тебя вся компания в офисе, ой, вся команда, то все равно быстрее все эти процессы решаются, и быстрее происходит процесс на передаче знаний, особенно вот когда ты джун. а, Это прям важно. Вот в Ладе мы удаленно работали, но все равно мы как-то, там у нас как-то так сложилось, что мы постоянно созванивались целыми днями, и все равно тоже так или иначе процесс обмена сложился. Но вот потом в другую перешел, там уже, в принципе, м, я переехал вот в Питер и из офиса работал, и именно процесс передачи знаний гораздо лучше. А так, я не скажу, что вот прям удаленно это предел мечтаний работы, потому что так или иначе рано или поздно какой-то недостаток коммуникации возникает. Вот. И там то, что вот из любого места можешь работать. Во-первых, дисциплинированность нужна хорошая. Вот. И все равно, вот, наверное, ключевое из того, что меня смущает, это вот коммуникация прям хуже и медленнее происходит. Мгм, да. Ну, мне в этом смысле нравится микс такой, что иногда в онлайн надоело ездить просто.
сидишь и работаешь, и иногда хочется сконцентрироваться, но иногда ну, как бы такого личного общения не хватает, вот, и хочется выехать. Ну, я так думаю, что люди все разные, да, кому-то может чисто онлайн зайти, кому-то без этого, без очного общения плохо и так далее. Вопрос, да, тут немножко динамики добавим. Вопрос по поводу зарплат. Вот, я немножко тут скорректирую вопрос, потому что интересуется твоей зарплатой, но все данные эти, они защищены всякими NDA-ми, то есть я думаю, что нельзя это разглашать, но мы зададим в общем, потому что, Дим, у тебя есть окружение какое-то медловское, вот какой диапазон зарплат медлов, например, в твоем каком-то окружении, можешь просто назвать даже не цифру, а вот разбег. Опять же, все зависит от компании, все зависит от того, где она расположена. То есть там вот эти все статистики, которые на HeadHunter, Хабрах, все равно они так или иначе в диапазон в это чаще всего попадают. То есть там вот, не знаю, там, наверное, сейчас какие-нибудь от 100 написано. И это вот медлов, если брать. Опять же, в Москве, в московских компаниях там другие цифры. Давай назовем эти цифры, может быть. Мы знаем эти цифры. Но, опять же, от 100, и там дальше уже, в принципе, если медлов брать, то, наверное, какой-то предел есть там 210, 230, я не знаю, честно, я не заглядывал. Но если смотреть там на HeadHunter, там все равно есть позиции с зарплатами именно. Вот. И опять же, часто там пишут то, что соответственно, там всегда можно договориться, я так полагаю. И опять же, когда вы идете на медла собеситься, не факт, что вас на медла возьмут, может, вас и у них там вы пройдете на сеньор, и все. То есть у вас там уже другую зарплату предложат. В джуновке тоже там, опять же, никаких конкретных данных невозможно сказать. В одной компании столько, в другой столько. В одном регионе столько, в другом столько. Но учитывая то, что сейчас, в принципе, удаленная работа распространена, сейчас уже поменьше все равно этого становится, но, тем не менее, можно всегда, работая в Нижнем, живя в Нижнем, устроиться в московскую компанию и получать больше, чем в Нижнем. Но, опять же, по-моему, в Нижнем уже более-менее выравниваются зарплаты. Ну, относительно, с да. большим Ну, регионом. я, в принципе, да, могу так спокойнее сказать эти циферки, да, там, что средняя зарплата, средняя, да, разбег большой, средняя 150-170 где-то, ну, прям вот такого крепкого медла. Да, понятно, что есть мидл, там, с 20-летним опытом, работающий в какой-нибудь там структуре, не знаю, какой. Вот, не эти компании. Это примерно так. И на Хабре средняя зарплата в целом айтишника, она где-то всегда в районе 150, там, 160. Вот. У нас там middle плюс где-то 170, 180, где-то так. Москва, да, у нас парень Джун плюс даже, когда трудоустраивался в Сбербанк. Ну, в общем, там даже у Джуна ему там довольно прилично положили. Артем Громов, который был изначально ментором, ну, техлидом Димы и компании, он тоже работал в Ладе, и потом пошел в ЕПАМ, и там он, будучи медлом у нас, ему предложили сеньорную зарплату 200+. Ну, примерно так. Вот. Да, ну, вопрос, он на самом деле, есть еще вопрос, он ответ. Я просто сразу отвечу, что по поводу трудоустройства тебя немножко не поняли. То, что в Питере, получается, первая работа после стажировки в ЛАД. Нет, после стажировки в ЛАД у Димы было несколько лет работы в ЛАДе. И потом он ушел в Питер. Ну, захотелось чего-то другого, нового, наверное, более интересный проект. Вот, поэтому офферов было не один, да, ну, два оффера, да, я так понимаю, две работы у тебя. Ну, да, сначала в Ладе, и потом просто возникло желание чего-то большего, нового, не знаю, и начал искать другую работу. Вообще, кстати, вот из хороших советов пытаться в каком-то кругу, в чатах, не в чатах общаться, потому что тоже помогает найти работу, как я выяснил.
Конечно. Вообще стоит вариться в этом во всем. Не то, что Да. там я там завтра начну учиться, и тогда нет. Прям сегодня там в группы зашли, подписались там на группы айтишные, посмотрели, как у них работа устроена, поискали людей, которые в вашем направлении такие лидеры, скажем так, мнений. Вот, на всех подписались, все смотрим, вопросы задаем. В общем, тут просто нужна активная позиция. Я, наверное, Дим, последний два вопроса задам, потому что тоже по времени нам сильно не нужно Мгм. все это расширять, да, там всех дела. А, Общий вопрос такой, да, может быть, так лаконично. Какие навыки и компетенции ты считаешь наиболее важными для успешной карьеры? Ну, точно трудолюбивость, вот не лениться всякие вещи искать, гуглить. Вот именно любознательность, это тоже важно. Именно желание разобраться во всем, и если что-то интересное увидеть, то это тоже а, взять на заметку. И коммуникативные навыки тоже, потому что так или иначе командная работа всегда, как я говорил, вот там условно не стесняться спросить, не стесняться кому-то там написать. А, Но вот самое, наверное, важное, это вот прям вот эта черта ковыряться во всем и искать ответы и решения. Мгм. Да я, наверное, добавлю, во всем ковыряться, по максимуму задавать вопросы, не стесняться. Это прям какая-то проблема человечества, айтишного. Сидеть Но отмалчиваться, хотя вроде наоборот. да, даже я вот приходил на новую работу, это я уже, в принципе, не джуном был, и все равно одной из таких характеристик, которых всегда называют как положительную, то, что ты спрашиваешь вопросы и ну, не стесняешься этого делать. Потому что вместо того, что... Потому что тут нужно оценивать не с точки зрения того, что ты там покажешься тупым, а с той точки зрения, что не задавая вопрос и там условно тратя на задачу 2 дня, 3 дня вместо, одного, когда это можно было, ты не свой какой-то статус умного поддерживаешь, а тратишь деньги работодателя, который на тебя тратится. Тут нужно с этой точки зрения рассматривать. И то есть фактически ты задал вопрос, ты сделал лучше свою работу, потому что сэкономил деньги и взял лучше вторую задачу. Вот. Последний вопрос, наверное. Ну и потом, может быть, еще какие-то вопросики, которые есть, не знаю, да, будем уже заканчивать. На самом деле, у нас еще суббота, не забывайте. Со мной я тут могу с вами хоть 10 часов сидеть. Ну, и тем более сегодня вечер, да, мы там будем свеженькие. На твой взгляд, есть ли ограничения по возрасту, по текущей какой-то деятельности в IT, чтобы вот сменить профессию? Ну вот, мне кажется, опять же, нет. И вот там некоторые говорят, я там не могу, а, я там гуманитарий. Вот я всегда считал, и пока что, не знаю, не было каких-то поводов сомневаться, то, что так или иначе любой может все освоить, это даже не в плане IT, это не только IT касается. Просто кому-то побольше времени надо, кому-то поменьше. То есть списывать себя со счетов, не знаю, мне кажется, самая большая ошибка. Вот, кстати, что самый большой совет — не списывать себя со счетов раньше времени. Мгм. Да, я еще тут свой опыт добавлю. То есть я 81-го года рождения, да, можно посчитать, сколько мне лет. На самом деле это не важно, потому что нужно себя все равно не высчитывать возраста, да, а просто есть некая там дата рождения, и все. На это можно успокоиться. Вот. У меня была такая проблемка, что когда я что-то новое изучаю, и вот мне захотелось там, года полтора назад, питоном заняться, машинным обучением, уж больно мне это нравится, просто попробовать это. Вот. И тут а здесь у меня основная проблема в том, что вот есть трое детей, которыми надо заниматься. Есть в целом семья, да, там жена, которым тоже нужно уделять время какое-то, вывозить их отдыхать, какие-то отпуска, да, там, в принципе, какие-то музыкальные школы, все такое.
И вот это вот время, да, плюс основная работа, оно очень много занимает, да, там 8-10 часов. Сколько ты, когда ты можешь сесть? Ты можешь сесть в 7, 8, 10, иногда в 11 часов вечера. И тебе нужно еще пару-тройку часов в день потратить на освоение чего-то нового. Вот у людей, которые постарше и больше такого бэкграунда, в основном вот эта проблема, скорее вот от нехватки вот этого времени. Если человек его находит, да, говорит: уважаемая семья, я на ближайшие 2 года буду заниматься IT. Да, меня, пожалуйста, там дергайте, но это имейте в виду. Вот. То есть вот здесь основной затык. И едем куда-то на самолете, летим, я там книжку беру, читаю, да, там, ноутбук, да, там, и все возможное время я что-то делаю, чтобы этот навык освоить. Вот если вы так можете, да, и не будете себя жалеть, то вполне себе это можно сделать, даже вот на каком-то там моем примере, ну, хотя, в принципе, мне просто идти близко. Даже Ну вот да, в этом плане, если про меня еще говорить, то у меня не было вот таких дополнительных обязательств в виде детей, но тем не менее, то есть у меня работа была основная, и я приходил там в 7 часов условно, и там часов с 8 садился, и там до ночи там 2, потому что вот надо было, хотел быстрее все это закончить. То есть у кого-то просто поменьше времени, значит, они там вместо там, полугода, год будут обучаться. Вот, то есть, в принципе, еще Ну, временной ресурс важная штука. да, я бы вот, да, тоже... Я бы посмотрел в сторону, может быть, там разных просто профессий, потому что, может быть, больше вам подходит не тяжелая такая довольно-таки работа программиста, да, ну, хотя все работы тяжелые, да, может быть, вам будет даже проще проектом стать, например, или, ну, с Data Science сложно, если вы любите с данными работать, какие-то модельки строить математические. Ну, и вот просто комментарий, да, у нас Анастасия активно, спасибо большое, прям поклон до земли. Издержки образования при школах, вузах напугали показаться глупыми, отчитывали всегда и так далее. Ну, как бы не без этого. Здесь у нас такая отдельная, может быть, дискуссия. Вот, мы, наверное, будем завершаться. Я вам запущу последний слайдик, потому что мне нужно вам дать какие-то контакты оставить, да, вы можете взять для себя эти контакты. Вот, что хочется сказать, да, то, что мы IT-академия, и вот такой слоган я придумал, может быть, придумаю другой, мне очень подходит, мне кажется, он. Место, где ученики разрабатывают реальные проекты с заказчиками. Вот самое клевое – это когда вы работаете над реальными проектами. Еще если у вас есть какой-то заказчик, который вас заинтересованное лицо, скажем так, да, то это вообще огонь. Вот. Тут оставил контакты, сайт Lat Academy, тоже можете всяко разно посмотреть. Самая актуальная информация, такая самая динамичная у нас ВКонтакте. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь. Вот. И Telegram – это моя телега, можете писать мне персонально. Вот. А еще лучше приходите в субботу и дождитесь, и мы с вами поговорим обо всем на свете, о чем хотите. Вот я расскажу и покажу те проекты, которые мы сделали, какие планы у нас есть, планы довольно большие. Не очень я знаю подобных компаний образовательных, которые заморачиваются все вот этой историей, потому что она такая непростая. И в заключение пару комментариев еще, да? Вот не буду называть, да, кто просто. Да, надо развестись, освоить профессию, снова жениться на своей жене. Не, ну это прикольно, конечно. Ну, Дим, спасибо тебе большое, что откликнулся. Спасибо, что позвал. Да, всегда очень приятно видеть людей, которые выросли и дальше растут, да, но и нас не забывают. Вот, я, наверное, скажу всем пока, на минутку завешу вот этот экранчик, то есть, может быть, там зафоткаете или там по QR-коду перейдете на ваше усмотрение. Ну, а хочется от вас, вот те, кто нас сегодня слушал, какой-то обратной связи, то есть в целом понравилось ли, да, что понравилось, может быть, что не понравилось, почему бы нет. Какую-то обратную связь от вас, там, если вы в чатике напишите, вопросы зададите, я еще не буду отключаться пару минут,
И я обязательно это все скопирую, и в субботу мы об этом поговорим. Ну и в целом очень хочется узнать, как вам наше сегодняшнее мероприятие, потому что и планировать ли нам еще такие, кого пригласить, кстати говоря, какие вам мероприятия интересны в целом, тоже очень полезно знать. В общем, сейчас переключусь на Диму, еще разочек экран, потом пошарить. Да, Дим, пока. Да, Счастливо. пока. Спасибо, что позвал. Всем до свидания.